Всем привет! Сегодня давайте поговорим про жизненное призвание. В жизни многих людей наступают моменты, когда кажется, что все вокруг уже нашли свое призвание, увлечение или хотя бы дело, которое приносит удовлетворение, а ты продолжаешь чувствовать себя потерянным. Именно так жил Макс почти всю свою взрослую жизнь. В детстве его ничто по-настоящему не увлекало. Он не мечтал стать врачом, космонавтом или музыкантом, как многие его сверстники. Он пробовал разные хобби, посещал секции, слушал советы родителей, но ни одно занятие не становилось для него влажным или вдохновляющим. С годами это ощущение только усиливалось. Когда Макс закончил университет и устроился на работу в офис, он думал, что со временем привыкнет. Он надеялся, что со стабильной зарплатой, коллегами и четким расписанием появится смысл и удовлетворение. Но каждый его день напоминал предыдущий, и со временем это стало тяготить. Макс выполнял задания, участвовал в совещаниях, отвечал на письма, но чувствовал, что находится не на своем месте. Он смотрел на людей, которые горели идеями, обсуждали свои проекты и строили планы. Эти люди казались ему живыми и наполненными, а он сам пустым и будто ненужным. После работы он чаще всего возвращался домой с тяжелой головой. Ему не хотелось ни встречаться с друзьями, ни гулять, ни заниматься чем-то полезным. Он включал сериал, чтобы хотя бы немного заполнить тишину и пустоту внутри. Иногда он пытался найти новое хобби, читал статьи о том, как понять себя, но ничего не менялось. Ему казалось, что с ним что-то не так, что он просто бесполезен и не способен на что-то значимое. Однажды вечером, уставший после особенно тяжелого дня, он привычно листал ленту новостей. В одном из постов говорилось, что в деревне, недалеко от города, пропал подросток, и срочно нужны волонтеры, чтобы помочь в поисках. Макс прочитал объявление несколько раз. Он никогда не участвовал ни в чем подобном и не знал, что делают такие группы. Но мысль неожиданно задела его. Он понял, что в любом случае проведет вечер на диване, как всегда, и что от этого ему станет только хуже. Ему вдруг захотелось хотя бы попробовать сделать что-то полезное, даже если он не уверен в своих силах. Он собрался, оделся потеплее и поехал на место сбора. Там уже было много людей. Некоторые явно участвовали в поисках не впервые. Другие, как и Макс, выглядели растерянными, но решительными. Организаторы объяснили план, распределили участников на группы и выдали необходимые инструкции. Макс слушал внимательно, стараясь запомнить каждую мелочь. Он чувствовал себя неловко и боялся быть бесполезным, но желание помочь было сильнее. Поиски продолжались несколько часов. Люди прочесывали лес, проверяли заброшенные сараи, ходили вдоль дорог и тропинок. Темнело, становилось холоднее, но никто не хотел останавливаться. Макс не помнил, когда в последний раз так долго находился на улице без раздражения или усталости. Он чувствовал, что делает что-то правильное, и это ощущение придавало сил. В какой-то момент одна из групп заметила следы в снегу, которые вели к небольшому оврагу. Туда отправились несколько человек, включая Макса. Они спустились вниз и увидели подростка, который сидел, прижав колени к груди. Он был жив, но сильно замерз и испуган. У Макса перехватило дыхание. Он помог другим участникам укрыть мальчика пледом и поддерживал его под руку, когда они выводили его к дороге, где уже ждали родители и медики. Когда мать подростка увидела сына, она расплакалась от облегчения. Отец благодарил волонтеров, почти не находя слов. Макс стоял рядом, чувствуя, как внутри него вспыхивает что-то новое. Это было похоже на тепло, которое давно не появлялось. Он понимал, что сделал не что-то великое, а просто поучаствовал в поисках, но впервые за долгое время почувствовал, что его действия нужны и имеют смысл. После этого вечера Макс долго не мог уснуть, но на этот раз причина была приятной. Он прокручивал в голове события дня, вспоминал лица людей, с которыми он познакомился, и мальчика, которого они нашли. Он чувствовал, что внутри него появился огонь, который он так долго пытался найти. На следующий день он нашел сайт волонтерской организации и оставил заявку. Через неделю его включили в группу, и он начал принимать участие в выездах.
Сначала ему давали простые задачи, но со временем он стал уверенным, опытным и спокойным. Он помогал в поисках людей, участвовал в обучениях, дежурил на мероприятиях. Каждый раз, когда ему удавалось сделать хоть что-то полезное, он чувствовал ту самую искру, которая раньше была чужой и непонятной. Постепенно волонтерство заняло важное место в его жизни. Офисная работа оставалась прежней, но по вечерам и в выходные Макс был занят тем, что приносило ему ощущение смысла. Он познакомился с другими волонтерами, среди которых оказалось много добрых, внимательных и искренних людей. Они стали его друзьями, и в их компании Макс чувствовал себя нужным, уважаемым и понятым. Он заметил, что стал меньше жаловаться на жизнь, реже чувствовал пустоту и одиночество. Ему больше не нужно было искать хобби, потому что дело, которое он нашел, стало частью его характера и мировоззрения. Он понял, что иногда человек может долгие годы считать себя бесполезным, просто потому, что еще не встретил свое место. Опыт Макса показывает, что никогда не поздно найти себя. Призвание может прийти неожиданно, из случайного объявления или короткой новости. Иногда оно появляется там, где его меньше всего ждешь. Главное не закрывать глаза на возможности и позволить себе попробовать что-то новое. Даже маленький шаг навстречу миру может изменить всю жизнь.